Приветствую нас на канале ДБС. Меня зовут Артем Веспертус, кто знает, комментатор Rainbow Six Siege. И мы сегодня в гостях у Team Empire на буткемпе, как раз таки перед Six Invitational. Здравствуй, Данил. Привет, привет. Как настроение, как дела? Отлично, настроение, правда, немного подболел, но все нормально. Ну, выглядишь бодренько, все равно в любом случае. Бодренько. Бодренько. Очень. Пару вопросов, и перейдем мы к небольшому интерактивчику. Как буткемп проходит, как подготовка к Six Invitational? Да, все как обычно, ничего нового, тренируемся, смотрим демки. Ну, расскажи всё немножко как про обычно. режим свой. Ну, режим мы перестраиваем немного его под Канаду, засыпаем где-то в 7 утра и просыпаемся в 4 часа дня. То есть это примерно будет канадский режим. И вот в таком духе живем, просыпаемся, там час на то, чтобы поесть, все поделать. В 5 часов начинается первый прак, играем его часа 4, потом полчаса-час перерыв между вторым праком, начинается второй прак, и потом уже где-то с часу ночи, опять же, просмотр демок других команд, свои, разбор ошибок и так далее. Немножко про праки. Ну, вот многие ребята не знают, что такое праки. Как это вообще происходит и что в этом замешано? Ну, на буткемп на самом деле очень сложно найти праки, особенно перед какими-то крупными соревнованиями, потому что все команды не хотят палить свои стратегии, то есть 16 команд, которые участвуют на турнире, скорее всего, между друг другом не практикуются до турнира. Вот, и, соответственно, ищут себе посильнее оппонентов, чтобы натренировать что-то, отточить. И, Ну, это сколько карт играется? ну, 3-4 карты. 3-4 карты. Да. То есть почти весь пул 7 карт. Ну, понятное Ну, дело, виллу вы за не играете. день, за день точно весь пул карт ваш отыгрывается. Мгм. Вот, и поэтому... Ну, вот с кем так. в данный момент главный спарринг-партнер есть какой-то? Ну, в основном команды, которые в ЧЛ, это всякие Team Secret. Мгм. Ну, в общем, с ПЛ командой мы вообще не пракаемся почти. Забавно. Хорошо, перейдем уже к Invitational самому. Группа, как тебе? Группа, ну, на самом деле, достаточно сильная. Сейчас фейзы играют на топе бразильской пролиги. Dark Hero тоже так хорошо поднабрали. И Ну, это онлайн, мы тоже. Ну, честно да, это говоря. онлайн, но все равно. Ну, группа хорошая, проходимая, то есть средняя. Ну, тем более вы со всеми там, насколько я помню, уже встречались. Да, И с да. Фнатиками, и с Фейзами, и с ДЗ. Да, то со есть всеми со встречались, абсолютно. оппоненты известные, то есть знаем, как готовиться к ним, какой стиль игры у них, то есть ничего нового для нас не будет, это хорошо. Ну, замены в ДЗ тебя не впечатлили? Да нет особо. Особо нет. Хорошо. Ладно, перейдем непосредственно к самой рубрике. Называется у нас рубрика Facts. Ничего не хватает закадрового голоса Разера. Реально. Реально факт. Суть в чем? У тебя есть 20 фотографий. Вот в данный момент. Все тебе знакомы? Люди? Да? Но их же не 20. Ну, это небольшой спойлер к следующему. 10 фактов, которые нужно подобрать людей. Ничего сложного абсолютно. То есть все тебе ребята знакомые, можешь начинать. Можешь в любой порядке брать. Изначально носил никнейм Касука Мадо. Начнем давай с простого. Вот, любишь ли ты аниме? Нет, ненавижу. Не любишь Ну, аниме? точнее, как, я к нему отношусь нейтрально, но я не смотрел ни одного тайтла, как это называется. Хорошо. Кто, по-твоему, здесь Почему-то любит я думаю, аниме? что это не Kickstar. Так, хорошо. Не, ты карточки оставляй. Окей. Я думаю, что это не Kickstar, если ты не угадываешь, Кама, смотри, если точно не Олег. так, Почему-то вот для меня анимешнее всего это как бы Фрей. мгм. Тем более я до этого его не знал и не знаю, какой у него был никнейм. А, например, Smash любит аниме? Смэш любит аниме, но я не думаю, что у него... Я его с ним очень давно играл, и у него всегда... Вот когда я с ним только начинал играть, еще в своей первой команде, у него был уже ник Smash Bash. Мгм. Ну и если только до этого, в самом начале... Мне кажется, что нет. Раз кто... Вот я, если честно, думаю, что это либо Фрей, либо вот этот человек, потому что я с ним вообще не знаком, я не знаю, кто он. Либо панки. Ну да. Смотри, суть-то в следующем. Если ты угадываешь, я убираю карточку. Если ты не угадываешь, я оставляю этого человека здесь. Давай будет Фрей. Хорошо. Ясно. Клоун записал. Следующую, пожалуйста. Побывал на всех ланах РМЛ не только в качестве игрока, но и в качестве зрителя. Так я думаю... ну это по-любому Smash Bash.
Потому что Олег был вроде только в роли игрока. А вот Олег тоже был на всех РМЛах. И что мне теперь? Ну, короче, я Смэш. Точно уверен? Ясно. Найс байт. Ну, кто тут еще мог быть? Ну, Жека точно не был на всех РМЛах. Да, Короче, я думаю, что Смэш. уверен. Да. Правильно. Молодец. Первое Богу. есть. Пришел в команду 1 апреля. Очень интересный, конечно, вопрос. Но сразу Ну, отметаю. это смешной такой вопрос, но А по вдруг факту. у нас кто-то пришел 1 апреля? А вдруг? А может быть, ты кого-то не знаешь? Не, ну тут явно сразу можно отместить тех, кто не играет в команде. Да. Может, Лагуткин пришел? Ну, интересно, в какую же команду. Дай бог здоровья и спорт. Мне кажется, загвоздка в том, что это Это сложный кто-то из вопрос. наших игроков. Это сложный вопрос, честно тебе скажу, но... Ты можешь взять подсказку зала, например, сейчас? Потому что это действительно сложно. Неужели кто-то здесь знает вообще? Может быть, кто-то Мне знает. кажется, никто не знает. Ну, если только он не составлял вопрос. Не, все вопросы составлял я. Ну, пусть будет Олег. Олег. Хорошо. Нет, это неправильно. Напоминаю, Слушай, что блин. карточки у тебя остаются, Ладно, соответственно, ладно. это сложнее еще. Работал детским аниматором, точно Фрей. 100%. Я знаю про это. Стопудово. Да. Хорошо. Хорошо, правильно. Жаль, действительно. конечно, что ты его сейчас не оставил. у меня бы А если бы сдавал. он у тебя первым выступил, ты бы, Да, например, на да, Фрей первый раз согласен, не показал. согласен. В этом и сложность. Играл в немножко. одной команде с канадином. Это Кикстар. Ты уверен? Да. В какой команде, помнишь? Континуум. Нет? Нет. Ошибка великая. Ну он же по-любому. Ну, да, я уверен, что это Кикстар, но я не знаю, в какой команде. Может, Панки? Нет, я не думаю. Ну, Панки же тоже играл. М, Сложные вопросы. Не Кикстар, пусть будет. Кикстар. Хорошо, это правильный ответ. Байтишь меня, конечно, великолепно, но... nice Была try, подсказка еще дед не души или помоги, но я решил ее убрать. Успел поработать кастером ФНГ осады. Ну, тут много на самом деле. Кастер, Коржека. Он же кастил на РМЛ, когда еще вот эти великие сердечки они показывают четвером. Ну, поработать, то есть это именно за то, что ты получишь зарплату свою. А я тут, не знаю, зарплата не тогда была. Я думаю, что ему заплатили по-любому. Можем ему даже разбудить, спросить, я уверен. Это твой окончательный ответ? Ну, дай подумать. А Олег вообще когда-то в жизни кастил? Конечно. Ну, если между... Я вот... А вдруг он кастил? Ты кастил вообще? Ё-моё. Вот Что, и- через тут как троих бы- выбирать, да? Да, вот я поэтому специально подбирал вопросы, чтобы они Очень прям интересно. жестко так не... Есть легкие вопросы, есть более-менее сложные. Вообще я думал, что изначально Жека. Ну, давай мыслить логически. Ну, вот, кто мог бы вообще этим заняться? Я не думаю, что это был Кама Раск. Хорошо, отмели. Панки тоже, Да, потому что Панки он тоже точно иностранец. Гиннерт, я думаю, тоже не кастил. Ну, возможно. Ладно, вот этих четырех отметем. Пусть будет Хорошо. Жека, Олег и Максим. Хорошо. Да ладно, Помнишь, пусть будет это Жека. ну, Олег у нас в свое время комментировал, помнишь, Да, на своем не канале. думаю, что он за зарплату комментировал. Хорошо, ладно, ты меня переубедил, пусть будет Олег. Я вот почему-то на РМЛ первом, это был, по-моему, первый РМЛ, когда Джека кастил. Короче, я думаю, что Олег. Мгм. Давай сюда. Ясно. Немножко Если был осталось. Жека, я тебя не вижу, конечно. Самый возрастной игрок профессиональной СНГ осады. Ну, а вдруг это Гиннерт? Я не знаю, сколько ему лет. Ну, смотри. Игрок, подожди, минуточку. Сейчас игрок. Или бывший. Вообще. Да и Олега. Олег. Что, Гиннерт? Ну, давай подумаем. Хорошо, Лагуткин точно, но он на школьника похож. Раск Раск точно, Кама точно точно. нет, Панки Жека точно не не подходит. Панки. Ну, вот абсолютно. Олег или Гиннерт. Олег А или я не Гиннерт. знаю, сколько. Я знаю, что Олегу 29. А Гиннерту я не знаю, сколько лет.
Я очень часто это упоминаю на трансляциях. Ну ладно, пусть будет Гиннер. Хорошо. Пусть будет так. Это Гиннер, все правильно. Я не думал, кстати, что вот этот вопрос у тебя возникнет какие-то Я не знал, недопонимания. если честно, вообще сколько ему лет. Был одним из самых первых комментаторов. Эх, эти комментаторы великие. Ну, камера, слушай, нет, банки опять нет. Самых первых комментаторов. Самый первый комментатор осады. Ну, это Максим, по-любому. Ну, кто же еще мог заниматься такой вещью, как комментировать осаду на первых, так сказать, истоках? Так что я думаю, что это Максим. Ты уверен? Нет, я не уверен, но я думаю, что это Максим. Это мое Давай так, окончательное мне решение. нужно прям точно Да, уверенность. точно, Ты точно, уверен? Максим. Понял. Хорошо. Неправильный ответ. Что? Ясно, понятно. Но я тогда еще не играл, это даже нечестно. Скрытно занимается... Понимаю. Но это Максим по-любому. Ставки это, ну, Максим, только Максим. Зачитай, пожалуйста, вопрос. Скрытно занимается ставками и поднимает бабос в своей группе ВК. Да, это Точно, Максим. точно, Ты по-любому. прав, 100%. действительно. Я уверен, что... Ну и больше самый, никто вот таким теперь не не поверишь, прям повезло, самый сложный вопрос. случайно открыл невидимый девайс на ESL, впоследствии получил штрафные очки. Я еще ничего не понял, если честно. Невидимый девайс. Это Да. что вообще может быть? Невидимый девайс. Я подскажу, обилка. Виджел? Я не понимаю, что это даже означает невидимый девайс. Невидимый девайс — это когда его нету у тебя в мониторе. Это действительно очень сложный вопрос, его помню только алды. Значит, только алды тогда... А вот вопрос, знаешь ли ты этот вопрос? Потому что, ну, он близок к тебе. Я просто подсказываю, как могу. Я вообще не понимаю. Просто. Да, это, ну, сложно. Впоследствии я тебе все разберу, все Ну расскажу. пусть будет, если алды, пусть будет Олег. Ну пусть будет. Точно? Да. Уверен. Ну я даже не хочу думать, я просто не понимаю. Мне не Понял, приходит в хорошо. голову. Да, действительно, это Олег. А что это было? Пульс? Что это было? Это был капкан. Тогда он еще и играл вместе с Пчелкиным За что штрафные очки-то? за то, что капканом использовал невидимый. Он случайно забагал капкан. Если бы здесь Олег сейчас был, он бы тебе это рассказал. Ну, я думаю, он потом расскажет Да тебе. по-любому специально по-любому сбегал. Ну, на самом деле, этот вопрос был самый сложный, и в итоге ты не ответил. Кто комментировал? в самом Рассказываю. начале? Что у нас с тобой осталось? Изначально никнейм Касука Мада. Кто это? Давай я тебе просто вот... Я даже подсказку тебе Это дал Коржека? прямо в вопросе. Я тебе дал подсказку. Давайте вот так вот посмотрим. Вот просто вот смотри. Что? Реально Кама? Идиот, просто идиот. Идиот. Касука Мадо. Да. Спасибо тебе, Ранучу, за этот вопрос. Слушай, великий. Пришел в команду 1 апреля. Жаль, что он и не оставил. Твой выбор, как думаешь? Ну, уже со второй попытки. Жека. Не Нет. Жека? Раск. Ясно. Почему-то я думал, что именно подвох в том, что это кто-то из нашего состава. Вопрос, который я тебе сбил с толку, успел поработать кастером Ясно. СНГ осады, это был Спасибо. все-таки Коржека. Ты знаешь, что ведущий вообще, их суть помогать, а не Я мешать, помогал. в курсе? Да, помогал. Ну, что-то нужно помогать, что-то нужно Я нет. с самого начала него показал, ты сказал, а ты уверен, что он за зарплату? Ну, Помог, спасибо. чтобы было конечно. поинтереснее. Спасибо. Хорошо, ну и сами первый комментатор осады, это Панки действительно был. Он еще потом впоследствии в ПБГ ушел. Еще раз, какой был вопрос-то? Был одним из самых первых комментаторов осады, не обязательно СНГ. Поэтому я... Был вопрос про СНГ и просто. Был вопрос про СНГ, там очень часто у тебя звучало СНГ, поэтому я тебе оставил такой вопрос. Ну, я старался максимально, чтобы было интересно. Получается, у нас 6 очков набрал джойстик. Собственно говоря, на этом все. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. На 1000 лайках мы сделаем еще один видос.